Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 40 тайн и загадок Древней Греции, неразгаданных по сей день. Из этого видео вы узнаете следующее. Деятельность какой организации античной Греции сформировала понятие тайны как таковой? Кем был человек, который, как считается, впервые сыграл другого человека в представлении? Что позволяет назвать его первым актером в мире? О чем повествовал безнадежно утраченный трактат Аристотеля, который даже упоминается в «Имени Розы», известнейшем романе Умберто Эко? Существовал ли на самом деле легендарный лабиринт, в котором по преданию жил смертоносный Минотавр, и если да, то где был расположен? Что ученые называют проблемой Сократа, и почему мы никогда не узнаем, что отец западной философии имел в виду на самом деле? Что представляли из себя первые боевые роботы, созданные благодаря знаниям механики в 213 году до нашей эры? Почему портлендскую вазу так и не смогли воспроизвести самые искусные современные резчики и стеклодувы? Насколько больше было бедняков, чем богатых, и какие между ними были отношения? Почему все античное многим до сих пор кажется очень красивым? Почему Греция со всеми своими преимуществами не стала такой крутой империей, как Рим? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Древняя Греция по праву считается колыбелью западной цивилизации. Именно здесь были основаны наиболее древние учебные заведения для разных возрастов. Но наибольшее достижение греков, а именно жителей Афин, считается изобретение демократии, по прошествии веков ставшей основой для управления в большинстве цивилизованных стран мира. Но огромный временной пласт между эпохой античности и нашим временем стер некоторые воспоминания и факты о том мире, оставив множество неразгаданных тайн. Записи древних историков теряются или уничтожаются, а факты обрастают домыслами и мифами. В этом видео мы поведаем о наиболее увлекательных секретах Древней Греции, оставшихся нераскрытыми до наших дней. В мире много стран с богатой историей, которые полны самыми разными тайнами и загадками. О многих из них мы уже рассказывали на этом канале. Сегодня же мы хотим поведать вам о тайнах и загадках Древней Греции, которые не разгаданы по сей день. Уверены, это видео подарит вам немало новой, интересной и загадочной информации, которую просим вас обсудить в комментариях. 1. Секреты элевсинских таинств. Одна из самых увлекательных тайн античной Греции затрагивает некую организацию, чье название и есть синоним слова «секрет», а ее деятельность сформировала понятие тайны как таковой. Элевсинские таинства или мистерии – религиозный культ, связанный с проведением нескольких церемоний, подробности которых скрыты туманом и в наши дни. Интересно, что этот термин обозначает как саму организацию, так и религиозные ритуалы, проводимые ее участниками. Основной причиной недостатка информации о культе мистерий было то, что они изначально характеризовались как величайшие тайны. Это в чем-то сравнимо с подписанным документом о неразглашении информации в наше время. Только сегодня за раскрытие тайны грозит увольнение и штрафные санкции, а во времена античности аналогичный проступок карался смертью. Огромное количество людей, считающих себя первооткрывателями в этой области, только запутывают ситуацию. Сегодня кажется, что тайна элевсинских мистерий так и не будет разгадана, и нашим потомкам останется довольствоваться крохами в виде рассказов о культе Диметры и Персефоны. Греки ужасно любили свои тайные ритуалы, и, возможно, ни один из них не был более известен, чем элевсинские мистерии.
Обряды, соблюдаемые почти 2000 лет в честь Диметры, богини земледелия. Согласно мифу, Аид влюбился в Персефону, дочь Диметры, поэтому похитил ее и увел в подземное царство. Из-за своего горя богиня перестала ухаживать за посевами, что вызвало повсеместные засухи и голод по всему миру. В конце концов Зевс заставил Аида вернуть Персефону Диметре, но договор заключался в том, что она должна была ежегодно возвращаться в подземный мир и проводить часть года с Аидом. За это время земля стала холодной и твердой, и ничего не росло, и так появились времена года. Во время поисков дочери Диметра прибыла в город Элевсин. Переодевшись старухой, она служила няней для сына королевы. В конце концов, она раскрыла свою истинную сущность, и жители Элевсина построили Диметре храм и начали проводить там мистерии, чтобы отпраздновать воссоединение матери и дочери, которая заставила урожай снова вырасти. Это мифологическая сторона ритуала, которая гораздо лучше известна, чем реальная сторона, поскольку люди, участвовавшие в нем, очень серьезно относились к своим клятвам хранить тайну. Ежегодно проводились две мистерии: малые мистерии весной и великие мистерии в сентябре. Традиция началась с того, что посвященные шли из Афин в Элевсин. За шествием могли наблюдать все, а что касается того, что происходило внутри храма, то это было строго засекречено. Будут посты, обряды очищения, жертвоприношения и подношения. Это стандартная вещь, но некоторые ученые считают, что ритуал мог даже включать человеческое жертвоприношение, поскольку девица должна была быть убита, чтобы символизировать бедственное положение Персефоны. Истинный масштаб элевсинских мистерий навсегда останется сокрытым. 2. Жизненный путь Фесписа. Жители Афин VI века до нашей эры называли Фесписом драматурга, который, как считается, впервые сыграл другого человека в представлении, что позволяет назвать его первым актером в мире. Более того, он сам был автором пьес и новатором во многих областях драматургии. Значение Фесписа было настолько велико, что со временем слово «зеспиен» стало эпитетом, приписываемым определенной когорте актеров. Однако, несмотря на всемирную известность, жизнь драматурга и даже его произведения окутаны тайной. На самом ли деле его звали Феспис? Был ли он родом из Афин? И главное, действительно ли он существовал, ведь на сегодня мы не знаем ни одного произведения этого поэта и актера. Историки выяснили, что все упоминания Фесписа, в том числе труды Горация, относятся к гораздо более поздней эпохе, чем времена деятельности таинственного драматурга. Это стало поводом к мнению, что Феспис является персонажем мифов, как, скажем, Ахиллес или Патрокл. Быть может, он стал неким символом новой эпохи в греческой драматургии, перешедшей от исключительно хорового исполнения к использованию актеров. 3. Архитектура и искусство Парфенона. Одним из наиболее культовых архитектурных памятников античной Греции является Парфенон. Его сохранность на протяжении 2500 лет тем удивительнее, если учесть, как мало времени было потрачено на постройку Парфенона. При этом считается, что строительство осуществлялось без составления подробной схемы. Вообще, вокруг всех этапов возведения этого исторического памятника витает множество тайн и слухов. Также нет четкого объяснения предназначения некоторых деталей здания. Историки до сих пор спорят о назначении барельефного фриза, а также о значении его фигур, среди которых множество людей и животных. Согласно одной из версий, нанесенные на барельеф люди – это и есть строители Парфенона. Также архитектурный комплекс включает в себя две интерьерные палаты. В каких целях использовалась меньшая комната, остается загадкой. 4. Авторы двух конституций для Афин. Афинская конституция – это не один, а два свода законов, написанных разными людьми. Авторство первой афинской политии, именно так назывался документ, принадлежало Ксенофонту, а второй был написан Аристотелем. Примечательно, что причастность обоих авторов к написанию Конституции до сих пор оспаривается. Изначально историки считали, что первая полития была написана Ксенофонтом.
Однако позже в силу вступила версия, что он не мог трудиться над сводом законов, так как на момент выхода работы в свет еще не достиг зрелого возраста. Сегодня практически в любом учебнике автором первой Конституции указывается псевдоксенофонт, но реальное имя человека, трудившегося над политией, так и не выяснили. Что касается второго документа, многие историки сошлись во мнении, его автором был Аристотель. Однако позже было замечено отличие в стиле написания Конституции и других трудов автора. Правда, сторонники авторства Аристотеля утверждают, что и сами произведения отличаются от политии, поэтому удивляться различию стилей не стоит. 5. Труды Пифагора. Все мы знаем, что пифагоровы штаны на все стороны равны. Такой поговорки знаменитый греческий математик удостоился благодаря своей теореме, что квадрат гипотенузы треугольника равен сумме квадратов катетов. Пожалуй, эта теорема, которую назвали именем автора, наиболее известная для всех школьников. Но даже такая точная наука, как математика, скрывает множество тайн, включая жизненный путь и авторство одного из самых знаменитых ее представителей. Таинственность Пифагора связана с местом его работы. Философская школа, где великий грек корпел над своими трудами, была закрытым заведением. Авторство многих работ, написанных в стенах школы, было скрыто от общественности, поэтому непонятно, какой из трудов принадлежит Пифагору, а какой его соратникам. А также утверждается, что знаменитая теорема Пифагора была открыта до него математиками из Вавилона. 6. Утраченный трактат Аристотеля, посвященный теории комедии. Одним из известнейших трудов Аристотеля является «Поэтика», трактат о теории драмы. Правда, в этот трактат входит только первая часть, так как вторая была безнадежно утеряна. Считается, что она была полностью посвящена теории комедии, дополняя первую трагическую часть трактата. Но у сторонников теории о существовании второй части поэтики есть и противники, указывающие на недостаточность фактов. В пользу первых говорит Кааленовский трактат, где прозрачно есть косвенные отсылки к работе Аристотеля. Тайны всегда порождают множество слухов и домыслов, комедийная часть трактата не стала исключением. Она даже упоминается в «Имени Розы», известнейшем романе Умберто Эко, развернувшем часть сюжета в направлении находки рукописи. 7. Был ли настоящий лабиринт? Говоря об известных греческих мифах, давайте перейдем к легенде о лабиринте и смертоносном Минотавре, который скрывался внутри. Вот быстрый курс повышения квалификации, если вы забыли историю. Царь Крита Минос приказал Дедалу построить сложную структуру коридоров, называемую лабиринтом, в котором находился полубык, получеловек-монстр, известный как Минотавр. Каждые 9 лет Минос заставлял царя Афины Гея отдавать ему 7 мальчиков и 7 девочек, которых отправляли в лабиринт на съедение Минотавру. И так продолжалось десятилетия, пока герой рассказа Тесей не вошел в лабиринт и не убил Минотавра. Мы собираемся пойти на риск и сказать, что Минотавр не был настоящим, но этого нельзя утверждать о лабиринте. По крайней мере, не окончательно. Хотя никаких реальных признаков его существования обнаружено не было. Кажется, что каждые несколько столетий интерес к лабиринту возобновляется со стороны людей, которые считают, что легенда могла быть навеяна реальным сооружением, скорее всего расположенным недалеко от Кноса. В древние времена как римские, так и птолемеевские египетские писатели считали лабиринт реальным. Затем, почти 1500 лет спустя, византийский историк Никифор Григора писал, что лабиринт представлял собой обширную искусственную пещерную систему, высеченную из известняка, но расположенную недалеко от древнего города Гортина, а не Кноса. В конце XIX века британский археолог сэр Артур Эванс провел крупные раскопки на острове Крит и обнаружил давно потерянную минойскую цивилизацию. Хотя изначально он был скептиком, он пришел к выводу, что лабиринт был реальным и снова поместил его недалеко от Кноса.
А всего 10 лет назад новая группа археологов обнаружила подземные туннели в старой каменоломне, на этот раз недалеко от Гортины, в очередной раз положив начало спорам о существовании лабиринта. 8. Почему трилогия об Атлантиде так и не была закончена? Большинство людей, вероятно, слышали об Атлантиде, мифическом острове, затонувшем в океане, но они могут не знать, что источником этой истории был Платон, афинский философ. Согласно Платону, за тысячи и тысячи лет до него Атлантида была этим гигантским островом, богатым и могущественным, с могучим флотом, не похожим ни на что, что когда-либо видел мир. С этим флотом Атлантида завоевала всех своих соседей, затем Северную Африку и добралась до Средиземного моря, до самой Италии. Но армада атлантов оказалась не ровнее Афинам, которые сразились с ними в одиночку, крепко разбили их, а затем освободили все территории, порабощенные их врагами. После этого поражения Атлантида потеряла благосклонность богов и пережила сильное землетрясение, за которым последовали наводнения, погрузившие весь остров в океан. Очевидно, никто не предполагает, что что-то из этого произошло на самом деле. Тайна здесь заключается не в том, что писал Платон, а в том, чего он не писал. Он объявил, что сделает целую трилогию об Атлантиде, но так и не сделал этого, хотя времени у него было предостаточно. Платон написал первую книгу на эту тему «Тимей» около 360 года до нашей эры. И тогда у него было 12-13 лет, чтобы закончить свою трилогию. Затем он написал вторую книгу «Критий», которая не имеет конца и обрывается на середине предложения. Отсюда возникает вопрос «а зачем?». 9. Был ли Гомер настоящим? Имя Гомер будет знакомо многим, и мы не говорим о том, кто работает в секторе 7G Спрингфилдской АЭС. Нет, мы говорим об оригинальном Гомере, которого считают основателем древнегреческой литературы, главным образом благодаря двум его эпосам «Илиаде» и «Одиссее». Тем не менее, продолжаются споры о том, существовал ли Гомер вообще. Это известно как гомеровский вопрос, и он связан с тем, что он жил намного раньше, чем люди думают, и что почти ничего не известно о его реальной жизни. Если бы существовал настоящий Гомер, он бы жил в 8 веке до нашей эры, то есть за сотни лет до того, как Греция стала культурным центром мира, и в ней жили великие поэты и драматурги, такие как Софокл, Еврипид и Эсхил. Даже в свое время Гомер был древней фигурой ушедшей эпохи. Гомеровский вопрос на самом деле двоякий. Первая часть заключается в том, был ли Гомер реальным или нет, а вторая, действительно ли он написал эпические поэмы, которыми он известен. Он жил бы во времена, когда греческая письменность была еще в зачаточном состоянии, а истории в основном передавались устно. Так что он мог быть просто бардом, пересказывающим сказки, существовавшие веками. Многие ученые считают, что Илиада и Одиссея на сотни, а то и на 1000 лет старше, чем мы думаем. И потом, конечно, есть те, кто не считает Гомера реальной личностью. Они видят в нем либо объединение настоящих писателей, либо символический дух, который греки придали своим самым любимым литературным произведениям, настоящий автор которых был неизвестен. 10. Убил ли Евксифей Ирода? Классическая Греция произвела 10 публичных ораторов, которыми так восхищались за их мастерство и красноречие, что они стали известны как 10 аттических ораторов. Самым ранним из них был Антифон из Рамна, государственный деятель V века до нашей эры, который применил свои риторические способности в суде, таким образом предоставив нам некоторые из первых зарегистрированных случаев судебных дел, представленных перед демократическим жюри. Одна из таких речей называется «Об убийстве Ирода» и раскрывает нам тайну древнегреческого убийства. Однажды 2 человека по имени Евксифей и Ирод вместе отправились на корабле из Митилены Венос. Шторм заставил корабль пришвартоваться в безымянной гавани, и в этот момент 2 мужчин нашли убежище. Точно неизвестно, сколько людей находилось в этом убежище, но от нечего делать мужчины провели ночь, напившись. На следующий день никакого Ирода.
Он исчез, и его не могли найти после 2 дней поисков. В конце концов, когда погода прояснилась, Евксифей продолжил свое путешествие. Но по возвращении в Митилену он был обвинен в убийстве родственниками Ирода. Его доставили в Афины, чтобы предстать перед судом. К сожалению, речь Антифонта не содержит приговора, поэтому мы никогда не узнаем, как исчез Ирод и был ли Евксифей признан виновным в его убийстве или нет. 11. Что случилось с Афиной Парфенос? На протяжении сотен лет статуя Афины Парфенос была одним из самых ценных памятников в Афинах, если не во всей Греции, и находилась на почетном месте во внутреннем зале Парфенона. Это была скульптура из хризелефантина, что означает, что она была сделана из дерева, покрытого золотом и слоновой костью, и имела высоту почти 40 футов. Строительство этой чудесной статуи приписывают Фидию, который работал над ней почти 10 лет, прежде чем посвятить ее где-то около 438 года до нашей эры. К сожалению, мы не знаем, что случилось с этим шедевром классического греческого искусства. Мы знаем только, что примерно через 150 лет после его постройки афинскому тирану по имени Лахар пришлось снять часть золотых листов, чтобы заплатить своим солдатам. Также известно, что около 165 года до нашей эры статуя пострадала во время пожара, но позже была восстановлена. После этого детали становятся немного туманными, и у нас есть только гипотеза о том, что с ней произошло. Поскольку город несколько раз грабили германские и славянские племена, вполне возможно, что статуя была уничтожена в один из таких случаев. Однако, поскольку к тому моменту поклонение Афине также потеряло популярность, возможно, что сами жители Афин разграбили скульптуру из-за ее ценных материалов. Есть один более поздний отчет, в котором упоминается ее существование в X веке нашей эры. Там утверждается, что она была перенесена в Константинополь. Если это правда, то статуя Афины Парфенос могла дожить до 15 века, когда Османская империя завоевала Константинополь. 12. Что случилось со статуей Зевса? Когда дело доходит до греческих скульптур, нет ничего лучше, чем статуя Зевса в Олимпии. В конце концов, это было одно из 7 чудес древнего мира. Высотой 40 футов он изображал царя богов, сидящего на троне со скипетром в одной руке и статуей Ники в другой, а его голову венчала оливковая гирлянда. Как и статуя Афины Парфенос, это была хризелефантиновая статуя, покрытая черным деревом и листами золота, что неудивительно, ведь обе работы были сделаны одним и тем же человеком, Фидием. К сожалению, как и в случае со статуей Афины, ее окончательная судьба остается загадкой, поскольку статуя Зевса просто исчезает из исторических источников. По словам римского историка Светония, Калигула хотел, чтобы статуя была доставлена в Рим, чтобы отрубить голову Зевсу и заменить ее своей. Император был убит до того, как успел это сделать, но неизвестно, передвинули ли статую. Если предположить, что статуя пережила план Калигулы, то она могла быть уничтожена во время правления Феодосия I или II. Они оба были христианскими императорами, которые выступили против старых традиций и приказали закрыть и даже разрушить многие языческие храмы. Многие считают, что один из них приказал перевести статую Зевса в Константинополь для сожжения. Если каким-то образом он все еще уцелел, то, вероятно, он встретил свой конец в VI веке, когда храм в Олимпии был разрушен землетрясениями. 13. В чем проблема Сократа? Вы все, наверное, слышали о Сократе. Сегодня этого парня считают отцом западной философии, но хорошо, что люди помнят даже его имя, не говоря уже о его достижениях. Это потому, что Сократ никогда не удосужился ничего записать. Несомненно, он полностью канул бы в безвестность всего через несколько десятилетий после своей смерти, если бы не его ученики, которые продолжали и излагали его идеи, отдавая должное человеку, который все это начал. Однако, поскольку он известен только косвенно, трудно провести различие между Сократом персонажем и Сократом настоящей исторической фигурой.
Иногда различные описания философа не только несовместимы друг с другом, но и прямо противоречат друг другу. Это породило то, что ученые называют проблемой Сократа. Такие люди, как Платон, Ксенофонт и Аристофан, являются нашими основными источниками Сократа, но каждый из них предлагает свою интерпретацию философа, а не точную картину. Когда дело доходит до настоящего Сократа, единственное, что мы знаем, это то, что мы ничего не знаем. 14. Что означал Дельфийский Эпсилон? В древние времена Дельфы были священным местом, которое привлекало бесчисленных посетителей со всего мира, которые путешествовали повсюду, чтобы услышать пророчество Пифии, дельфийского оракула. Жрица обслуживала своих клиентов в самом величественном дельфийском храме Аполлона. А подойдя к храму, посетители увидели, что на фронтоне здания появился неожиданный символ – буква Е или Эпсилон. Но что это значит? Этот вопрос озадачивал историков и философов с древних времен, показывая, что истинное значение дельфийского Эпсилона никогда не было общеизвестным. Первым об этом заговорил Плутарх, написавший целый трактат под названием «О букве Е в Дельфах». Он предложил несколько возможных объяснений, хотя и оставался неуверенным в их значении. Он предоставил нам историю символа. Самый ранний из них датируется VI веком до нашей эры и был сделан из дерева. Но сгорел и был заменен бронзовым, который в свою очередь был заменен золотым, который все еще существовал во времена Плутарха, почти 700 лет спустя. Тот факт, что символ постоянно заменялся и обновлялся, а также его расположение над входом, предполагали, что он имел важное значение, но мы просто не знаем, что это было. В настоящее время этот символ используется теоретиками заговора, которые связывают его с инопланетянами, тайными обществами и тайными обществами пришельцев. Но, по правде говоря, многое об оракуле в Дельфах держалось в секрете. И похоже, что дельфийскому Эпсилону суждено остаться загадкой. 15. Жена покушалась на мужа. Мы возвращаемся к Антифону и его речам, чтобы исследовать еще одну тайну древнегреческого убийства. На этот раз подозрение на отравление. Имена жертвы и предполагаемого убийцы в деле не называются, но они были мужем и женой. Однажды этот человек обедал со своим другом по имени Филониос, и вскоре оба заболели. Они умерли с разницей в несколько дней, но не раньше, чем мужчина успел сказать своему сыну от первого брака, что его отравили, и приказать ему наказать убийцу. Именно сын предъявил мачехе обвинение в убийстве. В речи указывается, что это произошло спустя годы после отравления, предполагая, что сын в то время был еще маленьким мальчиком. Как представило дело обвинения, жена на самом деле не сама отравила, а вместо этого обманом заставила любовницу Филонеуса сделать это. Другая женщина думала, что она давала любовное зелье, чтобы восстановить его желание к ней. Поскольку эта женщина была рабыней, она не получила такого же справедливого разбирательства, как жена. Вместо этого ее пытали, пока она не призналась в своей вине, а затем казнили. Что же касается обвиняемой, то в речи опять-таки отсутствует вердикт, поэтому ее судьба была потеряна для истории. 16. Удивительная архитектура. Те, кому довелось увидеть сохранившиеся древнегреческие храмы и дворцы, признают, что это совершенно невероятные сооружения. Храм Зевса в Афинах, храм Аполлона в Дельфах, храм Афины Паллады, античная библиотека в Эфесе, Кносский дворец на Крите и множество других удивительных памятников архитектуры просто поражают воображение. При их виде возникает вопрос, каким именно образом в античные времена создавались такие грандиозные сооружения, с помощью каких инструментов обрабатывались ровные огромные блоки, поднимались на высоту и так далее. Во многих древних дворцах можно увидеть остатки водопровода, канализации, при том, что построены они были тысячи лет назад. 17. Золотые девы Гефеста. В знаменитой Илиаде Гомера имеется описание загадочных золотых дев, сделанных богом огня Гефестом. Они очень напоминают роботов с искусственным интеллектом.
Навстречу ему золотые служанки вмиг подбежали, подобные девам живым, у которых разум в груди заключен, и голос, и сила, которых самым различным трудам обучили бессмертные боги. Древнегреческий поэт Пиндар писал о таких же загадочных движущихся неживых фигурах, созданных волшебниками-тельхинами. Заметим, что и Гомер, и Пиндар переводились в прошлые века, когда переводчики могли упростить и выбросить непонятные для них в то время термины. Существуют также легенды о том, что бог Гефест сделал для критского царя Миноса огромного бронзового человека по имени Талос, защищавшего его владения. 18. Коготь Архимеда. Однако не только в мифах и легендах, но и в реальности существовали настоящие античные роботы. Древние греки обладали достаточными знаниями механики, что позволяло им строить не цифровых роботов, так называемых автоматонов. Они создавались при помощи системы тросов и шкивов, а двигаться начинали от нагревания священным огнем. Пламя нагревало воздух, и в результате его колебания активировалась сложная внутренняя система робота. В 213 году до нашей эры Архимед разработал настоящего робота-манипулятора, который стал предтечей современных заводских роботов. Машина под названием «Коготь» была разработана для борьбы против римских захватчиков и занималась тем, что поднимала вражеские корабли из воды и переворачивала их. 19. Треножник Аполлона. Как известно, греческий бог Аполлон был родом из северной страны Гипербореев. В древних мифах упоминался некий треножник, на котором он летал на родину. Более того, на древнегреческих вазах сохранились изображения этого треножника. Любопытно, что аналогичный треножник упоминался китайским поэтом Цао Джи в словословии трем треножникам Хуанди. Он утверждал, что у китайского императора Хуанди был металлический котел емкостью 100 литров на 3 опорах. Треножник изображал дракона, летящего в облаках, и мог покоиться и мог идти, мог становиться легким и тяжелым. 20. Портлендская ваза. Портлендская ваза – загадочный стеклянный сосуд времен античности, выставленный в Британском музее. Предположительно, ваза изготовлена в конце первого тысячелетия до нашей эры. Этот декоративный сосуд сделан из двухслойного темно-синего и белого стекла, на котором изображены фигуры древнегреческих богов и смертных. Любопытно, что многие мастера пытались воспроизвести эту вазу, но самые искусные резчики и стеклодувы так и не добились успеха. Технология ее создания так и не выяснена до сих пор. 21. Антикитерский механизм. В начале 20 века у берегов греческого острова Антикитера на глубине 55 метров был обнаружен древний корабль. Тогда же был поднят на поверхность знаменитый антикитерский механизм, хранившийся на этом судне. Это странное изделие содержало не менее 30 бронзовых шестерн в прямоугольном корпусе, на котором были размещены циферблаты со стрелками. Две прямоугольные бронзовые защитные пластины прикрывали переднюю и заднюю панель. Многие исследователи считают антикитерский механизм древним компьютером. 22. Фестский диск. Этот артефакт, найденный в начале 20 века, до сих пор остается одной из величайших тайн прошлого. Фестский диск хранится в археологическом музее критского города Ираклион и является здесь самым популярным экспонатом. Это терракотовый диск диаметром 15 см и 2 см толщиной. По его обеим сторонам идут спирали, которые разделяются поперечными линиями на поля. В каждом таком поле находится от 2 до 7 изображений, всего на диске 259 таинственных знаков. Оказалось, что знаки, изображенные на нем, выдавлены при помощи печати штампов, а не нарисованы вручную. Загадкой остается технология изготовления этих штампов. Они выглядят так, как будто создавались при помощи неких неведомых технологий. Они созданы из твердого неизвестного материала с очень большой тщательностью и прорисовкой деталей.
И эта сложность позволяет считать диск древнейшим печатным текстом в мире. 23. Минойские золотые пчелы. В этом же музее хранится всемирно известная достопримечательность минойской культуры – миниатюрная золотая подвеска, на которой две пчелки несут каплю меда. Она была найдена в начале 20 века французскими археологами во дворце городка Малия, который был разрушен извержением вулкана Санторини. Ученые считают, что подвеска была создана в 1700 году до нашей эры, однако эта датировка условна, просто позже дворец уже был разрушен. То есть она могла быть создана задолго до этого срока. Минойскую подвеску изучают, пишут про нее статьи и исследования, но до сих пор неизвестно, при помощи каких технологий мастера создали такое совершенное ювелирное изделие в столь древние времена. 24. Отсутствие Луны. Удивительно, но многие древнегреческие авторы утверждали, что Луны раньше не существовало. Например, философ и астроном Анаксагор, V век до нашей эры, упоминал недошедшие до нас трактаты, где утверждалось, что Луна появилась на небе после возникновения Земли. Аполлоний Родоский, III век до нашей эры, греческий философ и поэт, приводит слова Аристотеля, писавшего о древних обитателях Аркадии, области на полуострове Пелопоннес, которые питались желудями, а было это в те времена, когда на небе еще не было Луны. Писатель и историк Плутарх, I-II века нашей эры, упоминает одного из правителей Аркадии по имени Проселенос, что значит «долунный». 25. Кубок Ликурга. В Британском музее хранится редкий античный стеклянный сосуд, известный как Кубок Ликурга. Он так назван потому, что на нем изображена гибель фракийского царя Ликурга, которого за оскорбление бога вина Диониса опутали и задушили виноградные лозы. Уникальная особенность кубка состоит в том, что он может менять цвет в зависимости от освещения и напитка, который в него налит. Ученые долго пытались разгадать тайну кубка и выяснили, что стекло буквально пропитано частицами серебра и золота, размер которых около 50 нанометров в диаметре. О том, как удалось применить нанотехнологии во времена античности, не имеют понятия ни историки, ни физики. 26. Почему древние греки были такие образованные и просвещенные? Как и в любом обществе, в древнегреческом были самые разные прослойки, и речь тут даже не о рабах или иностранцах, которые жили в греческих городах. Большинство граждан были не очень образованы, а их интересы в области просвещения не отличались широтой. По-настоящему образованными были люди довольно узкого круга, мыслители и состоятельные граждане, преимущественно аристократы. А так хватало и людей от сахи, солдафонов, грубых ремесленников и просто граждан, озабоченных исключительно собственными делами. Другое дело, что греков отличала почти поголовная грамотность. Существовать в греческом обществе, вообще не умея читать и писать, было невозможно. Поэтому все граждане или нанимали своим детям частных учителей, дававших им уроки грамоты, или сами учили их дома. Одновременно дети знакомились с различными поэтическими сочинениями. Более глубокое образование требовало денег и времени. Почему же тогда нам кажется, что все греки, во всяком случае мужчины, были поголовно образованными мыслителями? Это связано с тем, что со времен Римской империи в основе европейского образования лежали тексты греческих и римских авторов, героями которых часто становились известные философы, ученые или общественные деятели. Они вполне могли создать впечатление, что греки постоянно беседовали на глубокие темы. Еще раз повторим, что такое развлечение было доступно только узкому кругу интеллектуалов, тогда как темы разговоров обыкновенных жителей греческих городов на Перу или во время прогулки были не столь возвышенны. 27. Они внешне были похожи на свои статуи, смотря на какие. Греческие статуи очень разные. Одни изображали богов или совершенных атлетов эпохи классики, другие – ораторов и философов времени эллинизма,
а третьи представляли собой характерные изображения простых людей вроде старого рыбака или пьяной старухи. Лица в греческом искусстве было принято изображать симметричными, а тело – анатомически совершенным. Учитывалась только специфика возраста, хотя бывали и исключения. Разнообразие достигалось за счет индивидуальных особенностей лиц, симметрия при этом сохранялась, а отталкивающие детали не передавались, а также канонов изображения, которыми пользовались разные скульпторы. Например, аргосский скульптор V века до нашей эры Поликлет изображал юношей с едва намеченными анатомическими деталями, а его современник Мирон показывал их более развитыми, как у мужчин постарше. Для того, чтобы ответить на вопрос, на какие из этих статуй были похожи древние греки, нужно знать, похожи ли современные жители Греции на своих предков. Данные физической антропологии говорят, что различия не слишком существенные. Впрочем, если лица лишь немного идеализированы, то тела древних моделей, конечно, не были столь совершенны и физически развиты. Статуи стремились показать идеального человека, а в жизни все было немного по-другому. Конечно, иногда можно было встретить атлета с формами Аполлона и красавицу с телом Афродиты, но все же не часто. А вот пьяных старух и старых рыбаков хватало, особенно в бедных кварталах древнегреческих городов. 28. Кстати, почему все статуи голые? Греки что, ничего не стыдились? Это ложное впечатление. Во-первых, далеко не все греческие статуи обнаженные, хотя таких довольно много. Во-вторых, это не означает, что греки не испытывали чувства стыда. Стыдились они не меньше, чем современные люди. Вопрос о том, почему грекам полюбилось изображение обнаженного тела, весьма непростой. В глубокой древности мужчины работали в поле обнаженными, этот обычай фиксировал поэт Гесиод в VIII веке до нашей эры. В том же столетии бегуны стали выступать обнаженными, и их примеру последовали и другие спортсмены. По преданию, во время Олимпийских игр 720 года до нашей эры с бегуна Арсипа упала набедренная повязка, и он финишировал голым. Другой вариант легенды говорит, что спартанец Акант сразу стартовал обнаженным. В любом случае голыми могли ходить только мужчины и только в определенных обстоятельствах в своем кругу, во время занятий спортом, некоторых религиозных обрядов и так далее. Существует гипотеза, объясняющая это совместное обнажение демократическим мышлением. Оно предполагало, что равные граждане ничего не скрывают друг от друга, в том числе и интимные места своего тела. Статуи подчеркивали социальную роль гражданина, поэтому их авторы стали изображать греков обнаженными. А вот приличных женщин, в том числе богинь, изображать обнаженными не допускалось. Невозможно было гражданке Полиса и показаться без одежды на публике. Голые на произведениях искусства только гетеры, танцовщицы, флейтистки и другие дамы, задачей которых было развлекать мужчин во время пира. В IV веке до нашей эры афинский скульптор Прокситель сделал статую обнаженной Афродиты, что не сразу понравилось грекам. Утверждали, что в качестве модели он использовал свою подругу, Гетеру Фрину. Однако со временем статуи обнаженной Афродиты стали популярны. 29. Древние греки носили трусы? Нет, ничего подобного трусам греки не носили. В качестве нижнего белья иногда использовались набедренные повязки, рабы или ремесленники и крестьяне надевали их во время работы. Впрочем, под одежду повязка надевалась не всегда, а чтобы утеплиться или защитить пах. Настоящие трусы, напоминающие современные бикини или стринги с завязками по бокам, появились уже в римское время, но использовались, видимо, только женщинами, обслуживающими пиршество и, возможно, во время занятий спортом. 30. Они действительно разбавляли вино водой. Да, действительно, причем порой очень сильно. Нормальным считалось разбавление 1 доли вина 2 долями воды, а порой доходило и до 10 долей воды. Учитывая, что греки не умели крепить вино, то есть добавлять в него спирт,
и оно редко содержало более 15% алкоголя, разбавленное вино часто становилось менее крепким, чем современное пиво. Существуют разные объяснения, откуда взялась эта традиция. Греческие авторы пишут только, что разбавление вина отличает греков от варваров. Можно было бы предположить, что разбавление вина не давало участникам пира сильно напиваться. Но на греческих вазах часто изображены очень пьяные люди и даже процесс рвоты. Есть версия, что вода из колодцев и цистерн могла быть плохого качества и с помощью вина ее обеззараживали. Однако разбавление еще сильнее уменьшало долю алкоголя, снижая антисептические свойства вина. Вероятнее всего, греческое вино существенно отличалось от современного по технологии производства. Чтобы повысить долю сахара, виноград подвяливали, и в результате получался очень сладкий и густой напиток. Кроме того, в вино добавляли морскую воду, толченый камень и другие ингредиенты. Они помогали вину не скиснуть, но делали его мутным. Ситечко, через которое процеживали напиток, было обязательным атрибутом греческого пира. Впрочем, в некоторых обстоятельствах вино не разбавляли. Например, в холодное время года, когда его пили как лекарство, в начале пира или просто потому, что кому-то нравился его вкус. А вот варвары пили неразбавленное вино, чтобы напиться как можно быстрее. Грекам такое поведение казалось недостойным. 31. А что они ели, кроме оливок? Гречку, оливки в обработанном виде или оливковое масло, конечно, не были единственным блюдом на греческом столе. Впрочем, в своем разнообразии он сильно уступал нашей современной кухне. Важнейшими в греческом питании были зерновые культуры, пшеница и ячмень. Из пшеницы делали хлеб. Кроме того, из нее так же, как и из других круп, например, проса или полбы, варили каши. Гречки, к сожалению, греки не знали, а то бы точно использовали. Другой важной основой пищи были бобовые. Крупная фасоль была неизвестна в Древней Греции, ее гораздо позже завезут из Америки, зато там росли горох, чечевица и разные виды вики, которая сейчас считается кормом для скота. Бобовые использовали в сыром виде и как основу для густой похлебки. Также ели лук, перец, огурцы, которые тогда были очень горькими, и другие овощи. Мясо, как и в других древних культурах, появлялось на греческом столе не каждый день, а его основным источником были овцы и козы, которых выращивали в изобилии. Чаще всего их использовали как жертвенных животных, а после жертвоприношения съедали на специально организованном пиршестве. Говядину ели нечасто, ее могли позволить себе только богатые люди. Свинина была не очень популярна. Из птиц часто готовили курицу, ну и, конечно, ели куриные яйца. Охотились на кабанов и оленей, а также различных птиц, причем в пищу употреблялись даже мелкие птички. Впрочем, вблизи городов крупные животные не водились, и дичь появлялась на столе редко. Из молока овец, коз и коров делали сыры, которые тоже были распространенным продуктом. Если в глубокой древности аристократия брезговала есть рыбу, об этом говорится в поэмах Гомера. В архаической и классической Греции все продукты моря шли в пищу. Особенно ценился тунец и осетровые, которых добывали в устьях крупных рек Черного моря. Рыбу солили и вялили, также ели крабов, омаров, осьминогов, каракатиц и так далее. Моллюски, в первую очередь устрицы и мидии, употреблялись в пищу в огромных количествах. Из фруктов греки ели яблоки, груши, фиги и виноград. На десерт – сушеный инжир, изюм и мед, который также добавляли в салат и хлеб. Пили воду, молоко, часто козье, и вино. Пиво было известно, но не особо популярно. 32. Они реально верили, что гром и молнии – это Зевс сердится, а под землей их ждет пес с 3 головами. Кто-то да, а кто-то нет. С глубокой древности мифы объясняли устройство мира, и большинство греков, конечно, не подвергали их сомнению. За проявлениями природы они видели волю богов, молнии метал Зевс, а морскими волнами управлял Посейдон.
Однако с развитием философии и науки, то есть уже к VI веку до нашей эры, образованные греки стали сомневаться в такой картине мира. С одной стороны, мир богов казался им недостаточно структурированным и логичным, с другой – концепция Аида, в которой все становились бестелесными, потерявшими память тенями, казалась безысходной. В некоторых новых философских идеях главенствующая роль отводилась могучим стихиям, в других боги вообще не фигурировали. Но все же интеллектуальные размышления о мироустройстве были характерны для узкой образованной прослойки, а более простые люди продолжали верить во всесильных богов, могучих героев и страшных чудовищ. Эти истории они принимали как данность, но поклонялись богам скорее по традиции, нежели из-за истинной веры. 33. Насколько больше было бедняков, чем богатых, и какие между ними были отношения. Точное соотношение богатого и бедного населения в Древней Греции мы не знаем. Оно очень сильно отличалось от города к городу и от эпохи к эпохе. Даже если говорить о таких городах, как Афины и Спарта, эти данные очень приблизительны. В Афинах V века до нашей эры жило примерно 300 тысяч человек. Среди них было около 40 тысяч свободных мужчин, то есть 10–15%. Если прибавить членов их семей, получится примерно 150 тысяч человек. Около 100 тысяч жителей были рабами, а остальные были свободными негражданами, метеками. Рабы были не просто бедняками, они вообще не имели собственности. Реформы Солона VI века до нашей эры распределили свободных жителей Афин на 4 имущественных класса. Самые богатые, чей годовой доход превосходил 26 тысяч литров зерна, вина или масла, назывались пентакосиамедимными, то есть 500-медимновыми. Такой грек мог владеть большими землями и садами, а возможно и собственными кораблями. В случае войны они должны были за свой счет снарядить боевой корабль. Те, чей доход составлял 300–500 медимн, назывались гипеями, то есть всадниками. Это значит, что их дохода хватало для содержания коня. В бедной плодородными землями Греции для этого требовался либо кусок незасеянного поля, либо покупной корм, что было весьма дорого. Такие граждане владели большим количеством земли и богатыми просторными домами. Во время войны они, естественно, служили в коннице. Граждане, чей доход располагался между 200 и 300 медимнами, называли зевгитами. Это были крепкие хозяева, которые могли содержать нормальный дом и обладали достаточным для этого количеством земли. Именно такие граждане были основой греческих полисов и первоначально составляли большинство. Во время войны они служили в тяжелой пехоте, гоплитах, так как их дохода хватало для того, чтобы купить себе оружие и доспехи. Наконец, те, чей доход был еще меньше, назывались фетами. Это были люди, которые едва сводили концы с концами, они были освобождены от любых повинностей в городе, так как это могло подорвать их и без того небольшой бюджет. Фактически феты были бедными крестьянами и рабочей беднотой. Во время войны они служили легковооруженными пехотинцами, значение которых в бою было невелико, и гребцами во флоте. Рабов на галерах у греков не было, на веслах сидели бедные, но свободные люди. Первоначально фетов было относительно немного, но постепенно бедноты в крупных городах становилось все больше. Из этих примеров видно, что самые богатые люди были не менее чем в 2,5 раза богаче бедных и примерно в 2 раза богаче среднего класса зевгитов. Разрыв между богатыми и бедными в Древней Греции был меньше, чем в современном обществе. Конечно, бедные граждане и свободные неграждане недолюбливали богатых, но так как любые вопросы можно было решить в суде, а для граждан и на народном собрании или в других органах власти, то до открытых конфликтов дело доходило редко. В некоторых случаях гражданам платили за участие в народном собрании, службу в суде или даже выделяли средства на посещение театра во время праздников. К властям можно было обратиться и за социальной поддержкой. Такие меры не давали случиться социальному взрыву.
Положение рабов было разным в греческих государствах, порой случались и небольшие восстания. Самой тяжелой в Афинах была работа на лаврийских серебряных рудниках, откуда рабы сбегали при первой возможности. Кроме того, различалось положение частных рабов и государственных, которые могли служить полицейскими, писцами, тюремщиками, глашатаями и так далее. Фактически они были государственными работниками и находились в лучшем положении относительно других рабов. В Афинах, где к рабам отношение было довольно сносным, что даже порой вызывало недовольство граждан, считавших их слишком дерзкими, восстаний не случалось. 34. Греки были воинственными, как викинги. Они вообще часто воевали. Греки были очень хорошими воинами и воевали довольно часто, но их воинственность была несколько иного толка, чем у викингов. По сути, викинги были профессиональными пиратами и наемниками, которые двигались по миру ради грабежа и наживы. Они представляли опасность даже для своих соотечественников. Иногда викингам удавалось подчинить себе значительные территории и даже основать королевство. Но часто эти образования держались только на силе небольших военных дружин, которые не оказывали на подчиненный народ особого культурного влияния. Греки были хорошими воинами, потому что знали, за что сражались, и были прекрасно готовы к бою. В идеале каждый гражданин греческого полиса вооружался за свой счет и в случае необходимости должен был пополнить ряды ополчения. Обычно такая, так сказать, милиция, то есть войско вооруженных граждан, обладает неплохим боевым духом, но не может состязаться на поле боя с профессиональными солдатами. Однако постоянные спортивные упражнения и соревнования делали греков сильными, меткими и готовыми к бою. Кроме того, греки обладали блестящей тактикой ведения боя. Они строились плечом к плечу в длинные шеренги, прикрытые щитами, подходили к противнику на расстояние вытянутой руки и сражались в рукопашную короткими копьями и мечами. Такой способ ведения боя требовал хладнокровия, а также давал почувствовать поддержку товарищей, тесно стоявших справа, слева и сзади. Чтобы научиться передвигаться в фаланге, именно так назывался этот строй, греки проводили военные тренировки. Лучшими были спартанцы, которые почти ежедневно упражнялись в военном деле. Также важной тренировкой были постоянные военные конфликты, возникавшие между греческими государствами и их соседями. Эти войны были скоротечными и не приводили к большим потерям. Если одна фаланга опрокидывала другую, проигравшие бежали, бросая щиты. Победители не могли оставить тяжелые щиты на земле, это считалось недостойным воина, а бежать с ними в руках было неудобно. Поэтому проигравшие не несли потерь во время бегства. Обычно сразу после боя заключалось перемирие, нужно было похоронить погибших. Греческие земледельцы не любили воевать без необходимости, так как это отвлекало их от хозяйственных занятий, но всегда были готовы к войне и прекрасно подготовлены. Это сыграло огромную роль в разгроме таких опасных и опытных воинов, как персы, которые завоевали огромную территорию, но сломали зубы о маленькие греческие города. 35. Они придумали Олимпийские игры, да, в этом нет никаких сомнений. У греков была традиция проводить в честь богов соревнования, так как считалось, что боги испытывают удовольствие от процесса выбора победителя, естественно, выиграть мог только их избранник. Самые важные соревнования проводились под эгидой крупных святилищ с определенной периодичностью. Например, в Афинах были Панафинейские игры в честь Афины, в Коринфе – Истмийские в честь Посейдона, в Дельфах – Пифийские в честь Аполлона. Однако самыми крупными и почетными считались Олимпийские игры, проводившиеся в святилище Зевса в Олимпии на полуострове Пелопоннес. По данным Аристотеля, первые игры состоялись в 776 году до нашей эры, хотя, возможно, это легенда. Олимпийские игры проводились раз в 4 года. Чтобы спортсмены могли, не опасаясь за свою жизнь и свободу, добраться в Олимпию и уехать обратно домой.
На время игр объявлялось общегреческое перемирие. Первые 13 Олимпийских игр состояли всего из одной дисциплины – бега, но постепенно к нему добавились и другие виды спорта. Победа в этих соревнованиях была весьма почетной и прославляла не только спортсмена, которого называли олимпиоником, но и его город. Игры просуществовали до конца IV века нашей эры, когда были запрещены вместе с другими языческими праздниками. В новое время некоторые европейские соревнования по традиции называли Олимпийскими играми, а с 1896 года игры возродили, и они стали, как раньше, проходить раз в 4 года. 36. Почему все античное для многих до сих пор считается самым красивым? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что вообще люди считают красивым. Ученые предполагают, что отчасти чувство красоты объясняется биологическими причинами. Например, человеку нравится разделение какого-то предмета по длине в отношении 68 к 32%. Это называют золотым сечением. С другой стороны, красивым считается то, что связано с культурной традицией того или иного народа. Древнегреческие скульпторы, художники и архитекторы отличались высоким художественным чутьем и часто интуитивно находили приятные для человеческого глаза соотношения. Большое значение они придавали точному копированию человеческой анатомии, при этом следуя строгой симметрии в изображении лица и тела, что соответствует стандартам красоты, принятым в различных культурах. Однако самым существенным является то, что греческое искусство, несколько переработанное римлянами, легло в основу искусства некоторых европейских народов. В Средневековье многое изменилось, но в период Возрождения мастера снова обратились к античности, активно используя древние образы, а порой и копируя произведения искусства. С этого времени начинает развиваться классическое образование, которое включало в себя изучение древнегреческого и латыни, а также знакомство с античным искусством. С XVIII века оно становится общепринятым, а искусство Древней Греции считается идеалом и основой европейского искусства. Несмотря на то, что сегодня искусство сильно изменилось, античные основы европейской культуры общеизвестны и продолжают оказывать влияние на современную культуру. В силу этого античное искусство многим кажется красивым. 37. Почему Греция со всеми своими преимуществами не стала такой крутой империей, как Рим? Основать большую империю грекам помешала сама структура их общества. Древние греки жили в самостоятельных городах-государствах, полисах, которым обычно принадлежали близлежащие, легко обозримые земли. Колонии, выведенные в отдаленные земли, обычно сразу становились самостоятельными государствами, которые поддерживали со своими метрополиями дружеские отношения, но были независимы от них. Для решения различных задач, например, войны против общего противника, полисы объединялись в союзы. Некоторые из них сохранялись столетиями, другие существовали недолго. Если какой-то город усиливался, против него сразу же складывалась коалиция противников, которые пытались ослабить соседа. Некоторым государствам, в частности Афинам и Спарте, удалось подчинить себе довольно большие по греческим меркам территории, но свою власть они распространяли преимущественно через союзнические отношения. Римское же государство было по сути властью одного города, которому удалось подчинить себе огромные территории. Большое государство грекам удалось установить только под управлением македонян, народа, возможно, родственного, но считавшегося варварами. Под единым управлением царя Филиппа II македоняне захватили и фактически объединили Грецию, а потом благодаря выдающемуся воинскому таланту его сына Александра III, прозванного Великим, разгромили Персидскую империю и захватили некоторые сопредельные ей территории. Несмотря на ведущую роль македонян, огромную роль в этом завоевании сыграли греки, а их язык и культура стали объединяющими для завоеванных территорий.
Правда, это государство ненадолго пережило своего создателя, но на его развалинах образовались большие греческие государства – Египет Птолемеев, империя Селевкидов и Пергамское царство. Постепенно большую часть этих государств подчинили себе римляне. 38. Как исчезла такая огромная цивилизация? Греческая цивилизация не исчезла, подобно государствам американских майя или мифической Атлантиде. Римляне, захватившие греческие территории, с почтением относились к греческой культуре, признавая вкус и образованность греков, а также сохраняли в городах местное самоуправление, что давало возможность хранить и развивать древние традиции. Поэтому греческая культура никуда не исчезла, а продолжала развиваться в рамках римского государства. После распада Римской империи на западную и восточную на территории последней постепенно формируется Византийская империя, ядром которой было греческое население, говорившее на среднегреческом языке поздней форме древнегреческого. С конца VII века нашей эры он становится официальным языком империи. Конечно, основной религией Византии стало православие, но ее культура сформировалась как наследие древнегреческой и древнеримской. Своего культурного своеобразия греки не потеряли и под властью Османской империи, сохранив его до начала XIX века, когда была возрождена греческая государственность. Таким образом, современная Греция – полноправная культурная преемница древнегреческих государств, с которыми она связана непрерывной линией исторического развития. Древняя Греция не погибла, а превратилась в Грецию современную. 39. Олимпийские игры и женщины. На Олимпийских играх под страхом смерти запрещалось появляться женщинам, не только в качестве участниц соревнований, но даже в роли зрителей. Известно лишь одно исключение, когда мать одного спортсмена пренебрегла суровым законом, чтобы увидеть своего сына во время состязаний. Ее инкогнито раскрыли и хотели казнить, но ее сын стал олимпийским чемпионом, и женщину пощадили ради него. Древних атлетов награждали оливковыми венками, ветвями и оливковым же маслом в амфорах. 40. Гражданство Афин. В Афинах каждый гражданин обязан был участвовать в общественной жизни, участвовать в собраниях, занимать выборные должности, голосовать. Если он этого не делал, у него начинались проблемы вплоть до остракизма, изгнания за пределы города, государства. При этом стать афинским гражданином, если ты или твои родители родились в другом месте, было практически невозможно. Даже сын знаменитого политика Перикла, которого ему родила Аспазия, уроженка Милета, с большим трудом получил афинское гражданство, и то только в память о заслугах отца. На этом я бы хотел закончить это видео 40 тайн и загадок Древней Греции, не разгаданных по сей день, но и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. Обеспеченные гречанки вели праздный образ жизни и единственным достойным занятием считали рассматривание драгоценностей. Женщины, не согласные с таким положением вещей, назывались гетерами. И еще один любопытный факт из Древней Греции. В качестве туалетной бумаги греки использовали гальку и разбитую керамику. Вот такими у нас получились 40 тайн и загадок Древней Греции, не разгаданных по сей день. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителей в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного.
Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.